Задолго до того, как человек сделал первые шаги по земле, наш мир принадлежал существам невероятных размеров и удивительных форм. Их называют динозаврами. Среди них были не только свирепые хищники, но и гиганты, питавшиеся растениями. Мирные титаны, защищенные бронированной кожей, огромными рогами и колючими хвостами. Сегодня мы представим вам 50 самых популярных травоядных динозавров. От могучих завроподов до маленьких юрких орнитоподов. Приготовьтесь отправиться в путешествие на сотни миллионов лет назад, в эпоху, когда Земля дышала иначе, и каждый шаг гиганта отдавался гулом по древним континентам. Трицератопс. Начнем с легенды позднего мела – трицератопса. Этот 4-тонный танк животного мира достигал 9 метров в длину и носил 3 мощных рога. Его воротник защищал шею от атак Тирекса, а встречи двух самцов были зрелищем невероятной силы. Трицератопсы паслись стадами на просторах Северной Америки около 66 миллионов лет назад. Для ученых это один из самых важных видов. Его окаменелости находят часто и в хорошем состоянии, что позволяет подробно восстановить его облик и образ жизни. Стегозавр. Звезда юрского периода. Его узнают по крупным пластинам на спине и хвосту с 4 устрашающими шипами. При длине до 9 метров он весил около 5 тонн, но имел мозг размером с грецкий орех. Факт, который долгое время шокировал палеонтологов. Жил он примерно 155 миллионов лет назад на территориях современной Северной Америки. Сегодня стегозавр – один из самых узнаваемых динозавров в мире, и его силуэт часто используют как символ всей эпохи динозавров. Брахиозавр. Настоящий гигант высотой до 13 метров и длиной около 25 метров. Он весил почти 50 тонн. Его длинные передние ноги делали его похожим на гигантского жирафа. Он питался листьями высоких деревьев и, вероятно, мог обдирать кроны, недоступные другим травоядным. Обитал брахиозавр в юрском периоде на территории современной Африки и, возможно, Северной Америки. Он до сих пор считается одним из символов мировых гигантов мезозоя. Диплодок. Один из самых длинных динозавров в истории Земли. Его тело достигало 30 метров, а хвост работал как звуковой хлыст, способный создавать хлопки, слышимые за километры. Несмотря на внушительную длину, он был относительно легким для своего роста – около 20 тонн. Жил диплодок примерно 154 миллиона лет назад, в поздней Юре. Его вытянутое тело и длинная шея делали его идеально приспособленным к поеданию растительности на большой площади, не меняя положение тела. Анкилозавр. Ходячий броневик мелового периода. Длина до 8 метров. Масса до 8 тонн. Его хвостовая дубинка могла ломать кости хищникам, а спина была покрыта тяжелыми костяными плитами. Жил он около 66 миллионов лет назад на территориях современной Северной Америки.
Анкилозавр – яркий пример того, насколько далеко могла зайти эволюция защиты. Его тело словно живой танк, созданный самой природой. Паразауролов славится своим длинным изогнутым назад гребнем. Длина его до 10 метров, вес около 3 тонн. Ученые считают, что гребень служил резонатором. Динозавр мог издавать низкие, гудящие звуки, слышимые на большом расстоянии. Он жил в позднем мелу около 73 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Эти звуки могли помогать ему общаться с сородичами, предупреждать об опасности и привлекать партнеров в брачный сезон. Игуанодон. 10-метровый игуанодон знаменит не только своими размерами, но и острым большим пальцем. Этот костяной шип, похожий на кинжал, помогал при защите и, возможно, при добыче пищи. Игуанодон стал одним из первых динозавров, описанных в науке еще в XIX веке. Он жил в раннем мелу около 120 миллионов лет назад, обитая на территориях Европы и, возможно, Северной Африки. Сегодня игуанодон – важный символ ранних открытий палеонтологов, с которого, по сути, началась эра динозавров в науке. Пахицефалозавр. Этот 450-килограммовый динозавр носил куполообразный череп толщиной до 25 сантиметров. Ученые считают, что пахицефалозавры сталкивались головами, как современные бараны, соревнуясь за самок или территорию. Длина тела около 4,5 метров. Жил пахицефалозавр в позднем мелу на территории современной Северной Америки. Его странная анатомия черепа до сих пор вызывает споры. Кто-то считает, что он бился лоб в лоб, а кто-то, что использовал удары по бокам тела или в демонстрационных ритуалах. Эдмонтозавр. Длина этого динозавра достигала 12 метров. Он мог при необходимости ходить на 2 ногах, увеличивая скорость. Он был крупным утконосым динозавром с мощной челюстью, приспособленной к пережевыванию жесткой растительности. Особенно интересны редкие находки его кожи. Благодаря ним мы знаем, каким он был в мельчайших деталях. Жил эдмонтозавр около 66 миллионов лет назад в Северной Америке. Его массовые останки показывают, что он мог образовывать большие стада, словно доисторические травоядные бизоны мелового периода. Апатозавр – один из гигантов поздней Юры. Длиной до 26 метров и массой около 30 тонн. Его мощный хвост был способен обрушить деревья или отбиться от хищников. И долгое время он скрывался под ошибочным именем – бронтозавр, став частью научной и культурной легенды. Апатозавр жил около 145 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Сегодня его считают классическим завроподом, чье имя знакомо каждому, кто хоть раз открывал книгу о динозаврах. Завропосейдон – один из самых высоких динозавров, когда-либо существовавших. Его шея достигала 12 метров, а общая длина тела была более 30 метров. Вес до 60 тонн, что делает его сравнимым с несколькими африканскими слонами сразу. Жил он в раннем мелу около 110 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Его именем, ящер Посейдона, подчеркивают гигантские размеры,
сравнимые с мифическими чудовищами. Камарозавр. 18-метровый камарозавр был мощным и крепким динозавром с короткой мордой и крупными зубами. Его массивные позвонки – одни из самых часто встречающихся в раскопках завроподовых динозавров. Он питался грубой растительностью, которую другие динозавры избегали, благодаря особой форме зубов. Жил камарозавр в поздней Юре, около 145 миллионов лет назад. Его считают одним из рабочих лошадок юрского мира, распространенным, выносливым и хорошо приспособленным к жизни. Торозавр известен огромным воротником с большими отверстиями, придающими ему ажурный вид. Его длина около 9 метров, вес до 6 тонн. Он увековечен в научном споре. Некоторые ученые считали его взрослой формой трицератопса. Другие отстаивают статус отдельного вида. Жил он в позднем мелу на территории Северной Америки. Независимо от таксономии, его впечатляющий воротник и рога делают его одним из самых эффектных рогатых динозавров. Центрозавр. 6-метровый центрозавр носил большой носовой рог и массивный воротник, украшенный шипами. Найдены огромные захоронения целых стад этих динозавров, погибших, вероятно, во время наводнений или бурь. Это дает редкое понимание их социального поведения и стадной жизни. Жил центрозавр в позднем мелу около 75 миллионов лет назад в Канаде. Для палеонтологов он важен как пример массовой гибели динозавров и их возможных миграций. Пахиринозавр – один из самых странных рогатых динозавров. На месте привычных длинных рогов у него были массивные костяные наросты, формирующие что-то вроде бронированной маски. Длина 6 метров, вес до 4 тонн. Он жил в позднем мелу на территории современной Канады и Аляски. Его необычный череп до сих пор вызывает вопросы. Служил ли он больше для защиты, демонстрации или и того, и другого одновременно? Хосмозавр. Этот цератопс длиной 5 метров отличался длинным воротником и сравнительно небольшими рогами. Его останки часто встречаются в Северной Америке, особенно в формации Dinosaur Provincial Park. Хосмозавр, вероятно, жил в стадах, полагаясь на численность и эффектный внешний вид для защиты от хищников. Он обитал в позднем мелу около 75 миллионов лет назад. Изучение хосмозавра помогает понять разнообразие форм воротников у цератопсов. Коритозавр. С массой около 3 тонн и длиной 9 метров носил высокий шлемовидный гребень, напоминающий каску. Уникальная форма головы делала его заметным издалека. Его гребень мог усиливать звук, помогая общаться в густых лесах и на открытых равнинах. Жил коритозавр в позднем мелу около 75 миллионов лет назад в Северной Америке. Его скелеты находят довольно часто, и потому он стал одним из любимых утконосых динозавров в музеях. Ламбеозавр. Длиной до 10 метров обладал топорообразным гребнем, загнутым назад. Утконосые динозавры отличались сложным социальным поведением, и ламбеозавр, вероятно, не был исключением. Его находки часто встречаются в Северной Америке, что позволяет хорошо реконструировать его внешний вид.
Жил он около 76 миллионов лет назад. Возможно, разные формы гребня у самцов и самок использовались в брачных демонстрациях, превращая стадо ламбеозавров в постоянно звучащий и визуально яркий коллектив. Майязавр. Известно как «хорошая мать». Находки гнезд с детенышами доказали, что динозавры могли заботиться о потомстве, выкармливая и защищая его. Длина майязавры около 9 метров, вес до 2,5 тонн. Жила она в позднем мелу около 74 миллионов лет назад в Северной Америке. Именно майязавра стала одним из ключевых видов, изменивших взгляд ученых. Динозавры перестали быть просто глупыми ящерами и превратились в сложных, заботливых животных. Кулиндодромеус. Небольшой травоядный динозавр длиной около 1,5 метров, живший примерно 160 миллионов лет назад в юрский период на территории современной Сибири. Он стал всемирной сенсацией, потому что его тело было покрыто перьевидными структурами и чешуей одновременно. Первое прямое доказательство того, что перья были распространены гораздо шире, чем считалось ранее. У него были длинные задние ноги и легкое тело, что делало его быстрым и подвижным бегуном, способным спасаться от хищников за счет скорости и маневренности. Мутабурразавр. Один из самых известных австралийских динозавров. Масса около 3 тонн, длина до 9 метров. Он отличался крупной носовой камерой, которая, возможно, помогала ему издавать необычные звуки. Жил мутабурразавр в раннем мелу около 100 миллионов лет назад. Его находка стала важной вехой для австралийской палеонтологии, показав, что этот континент имел свою уникальную фауну динозавров. Тенантозавр. Длиной 8 метров и массой до 2 тонн часто фигурирует в палеонтологических исследованиях. Многие его останки находят рядом с костями дромеозавридов, таких как дейноних, что говорит о возможных нападениях стай хищников. Он был крепким, но относительно подвижным орнитоподом. Жил тенантозавр в раннем мелу около 115 миллионов лет назад в Северной Америке. Благодаря многочисленным скелетам его анатомия изучена очень подробно. Кентрозавр. Этот 4,5-метровый стегозавр был буквально усыпан шипами. Особенно впечатляют длинные хвостовые шипы, которые могли серьезно ранить любого хищника. Он был меньшего размера, чем стегозавр, но вооружен ничуть не хуже. Кентрозавр жил в поздней Юре Африки, около 150 миллионов лет назад. Его внешний вид – это идеальный пример того, как эволюция может превратить травоядное животное в живой набор копий и шипов. Гигант-спинозавр. Небольшой по размерам, около 4 метров длиной, гигант-спинозавр имел огромные плечевые шипы. Эти шипы, вероятно, служили и для защиты, и для демонстрации. Масса животного достигала примерно 700 килограммов. Жил он в поздней Юре Китая. Его необычная анатомия делает его одним из самых легко узнаваемых представителей стегозавров. Шунозавр. Редкий завропод длиной до 10 метров носил на хвосте костяную булаву. Это крайне необычная особенность для гигантов этого типа, так как большинство завроподов были без явного вооружения.
Весил шунозавр около 4 тонн. Жил он в Средней Юре на территории Китая. Его вооруженный хвост показывает, что даже среди гигантов могли встречаться формы с активной защитой от хищников. Джихалозавр – небольшой растительноядный орнитисхий, живший около 120 миллионов лет назад в Китае. Длина взрослой особи составляла всего 70 сантиметров, что делает его одним из самых миниатюрных динозавров своего времени. Он обладал длинными задними конечностями и легким телом, что делало его очень быстрым и маневренным. Идеальным бегуном, способным мгновенно скрываться среди густой растительности. Его окаменелости встречаются рядом с прекрасно сохранившимися птицами, птерозаврами и мелкими млекопитающими, что делает его важным элементом удивительно богатой экосистемы раннего мела. Пситтакозавр. Двухметровый пситтакозавр внешне напоминает смесь попугая и ящерицы. У него был мощный клюв, идеально приспособленный для разгрызания твердых семян и орехов. На хвосте располагались жесткие щетинки, придававшие ему необычный вид. Весил он около 20 килограммов и жил в раннем мелу, главным образом в Азии. Пситтакозавр – один из самых хорошо изученных динозавров. Окаменелости разных возрастов позволяют проследить его развитие от детеныша до взрослой особи. Гипсилофодон. Маленький, быстрый и ловкий гипсилофодон достигал длины около 2 метров. Его ноги были длинными и тонкими, что делало его отличным бегуном. Весил он всего 40 килограммов, поэтому его главным оружием была скорость. Жил он в раннем мелу Европы. Ученые считают, что гипсилофодон мог жить небольшими группами и активно перемещаться в поисках безопасных мест и богатой растительности. Лиэллинозавра. Этот миниатюрный динозавр длиной до 1,5 метров жил в условиях долгой полярной ночи на древнем Южном континенте. Его огромные глаза были приспособлены к жизни при слабом освещении, помогая ориентироваться в сумерках. Масса животного достигала 15 килограммов. Лалиэллинозавра жила в раннем мелу на территории современной Австралии. Этот динозавр – яркий пример того, как мезозойская фауна приспосабливалась к экстремальным климатическим условиям. Гляциализавр. Ранний завроподоморф, живший около 190 миллионов лет назад в ранней Юре, на территории современной Антарктиды, которая тогда была покрыта густыми лесами. Его длина достигала 6 метров. Несмотря на холодный климат полярных широт, гляциализавр был прекрасно адаптирован к сезонной темноте и низким температурам. Вероятно, его замедленный метаболизм и растительная диета помогали ему выживать. Строение костей указывает на то, что он мог перемещаться и на 2, и на 4 ногах, переходя в режим 4-опорной походки по мере взросления. Рапитозавр. Крупный титанозавр из позднего мелового периода, живший около 70 миллионов лет назад на территории современного Мадагаскара. Длина взрослой особи достигала примерно 15 метров, что делает его относительно небольшим среди титанозавров, но все же внушительным гигантом по меркам мезозоя. Уникальность рапитозавра заключается в том,
что ученые нашли детеныша, чей скелет сохранился практически полностью. Он позволил подробно изучить рост, питание и развитие титанозавров. Исследования показали, что молодые арапитозавры были полностью самостоятельны почти сразу после рождения, что говорит о стратегии выживания, при которой родители не ухаживали за потомством, а полагались на большое количество кладок. Платеозавр – один из первых по-настоящему крупных растительноядных динозавров. Его длина достигала 10 метров, а масса – до 3 тонн. Обитая в позднем Триасе Европы, он был одним из доминирующих травоядных своего времени. Найдено огромное количество его скелетов, что делает платеозавра одним из самых подробно изученных динозавров. Судя по всему, он мог формировать большие группы и мигрировать вслед за растительностью. Массоспондил. Длиной до 5 метров был стройным динозавром с длинной шеей и относительно легким телом. Масса около 200 килограммов. Самое удивительное – это находки его эмбрионов в яйцах, которые показали, что детеныши выглядели заметно иначе, чем взрослые. Жил он в ранней Юре, главным образом в Африке. Эти данные помогли ученым лучше понять, как развивались ранние завроподоморфы и как менялся их образ жизни с возрастом. Дриозавр. Быстрый и ловкий орнитопод длиной до 4 метров. Весил он около 80 килограммов и был отлично приспособлен к бегу благодаря длинным задним конечностям. Его строение указывает на то, что он мог совершать резкие маневры, спасаясь от хищников. Жил дриозавр в поздней Юре Африки, Европы и Северной Америки. Его часто рассматривают как типичного малого травоядного бегуна, заполняющего нишу современных газелей или косуль. Махайроцератопс. Уникальный цератопс из позднего мелового периода, найденный в отложениях Юты и живший примерно 77 миллионов лет назад. Он выделяется необычной формой рогов на воротнике. 2 длинных, изогнутых рога напоминают лезвия кривых мечей. Длина животного достигала около 6 метров, а вес примерно 2 тонны, что делало его средним по размеру среди цератопсов. Как и многие родственники, он, вероятно, жил стадами и использовал свои украшения для социальных сигналов, демонстраций и отпугивания хищников. Из-за редкости находок Махайроцератопс остается малоизученным, и каждая новая кость способна перевернуть представление ученых об эволюции рогатых динозавров. Эуоплоцефал. Бронированный анкилозавр длиной около 6 метров и массой примерно 2 тонны. Его тело было покрыто толстой броней из костяных пластин и шипов, а хвост заканчивался тяжелой костяной дубинкой. Такой хвост мог наносить смертельные удары хищникам по ногам и черепу. Жил эуплоцефал в позднем мелу Канады. Этот динозавр является одним из лучших примеров живого танка, прекрасно приспособленного к обороне, а не к нападению. Пинакозавр. Был средним по размеру надозавридом длиной около 5 метров и массой примерно 1 тонну. Его броня состояла из многочисленных костяных пластин и шипов.
но хвостовая дубинка была выражена слабее, чем у анкилозавра. Особенно интересны находки молодых особей, которые помогают понять, как развивалась броня с возрастом. Жил пинокозавр в позднем мелу Монголии. Эти динозавры, вероятно, жили небольшими группами, полагаясь на броню и осторожность. Австралопосейдон. Гигантский титанозавр из позднего мелового периода, живший примерно 66 миллионов лет назад на территории современной Бразилии. Толстые, массивные позвонки говорят о том, что австралопосейдон имел невероятно мощную, тяжелую шею и спину, типичную для титанозавров, но еще более экстремальную. Его тело, вероятно, было массивным, с широким туловищем и колоннообразующими конечностями, способными удерживать многотонную массу. Это был мирный гигант, который проводил большую часть времени, поедая листья высоких деревьев, и практически не имел естественных врагов во взрослом возрасте. Нодозавр – один из первых открытых представителей бронированных динозавров. Его длина достигала 6 метров, масса около 1,5 тонн. В отличие от анкилозавров, он не имел хвостовой дубинки, но его тело было покрыто мощными пластинами и шипами. Жил нодозавр в раннем мелу Северной Америки. Эти динозавры, вероятно, полагались на свою броню и способность замирать, превращаясь в живой булыжник среди растительности. Стирокозавр – один из самых эффектных рогатых динозавров. Его огромный воротник был украшен длинными шипами, а на носу торчал крупный рог. Длина этого динозавра достигала 5,5 метров, масса до 3 тонн. Жил стирокозавр в позднем мелу Канады. Внешний вид этого динозавра настолько впечатляющий, что он стал любимцем художников, скульпторов и создателей документальных фильмов. Диаблоцератопс получил свое имя из-за 2 крупных загнутых рогов на воротнике, напоминающих дьявольские. Его длина составляла 5 метров, масса около 2 тонн. Внешний вид этого цератопса был одновременно грозным и необычным. Жил он в раннем мелу Северной Америки. Этот динозавр показывает, насколько разнообразными могли быть формы рогов и воротников у одной эволюционной линии. Эйнезозавр отличается большим носовым рогом, загнутым вперед, словно крюк. Длина его тела составляла 5 метров, масса примерно 2 тонны. Его воротник украшали дополнительные шипы, усиливая эффект устрашения. Жил эйнезозавр в позднем мелу на территории современной Монтаны. Его необычная форма рога делает его одним из самых легко узнаваемых цератопсов, даже среди множества других рогатых динозавров. Пробрахилофазавр – утконосый динозавр, стоящий на промежуточной стадии эволюции между видами без гребня и формами с крупным гребнем. Его длина достигала около 9 метров, масса примерно 3 тонны. Его гребень был умеренного размера, что помогает проследить постепенное изменение этой структуры в эволюционной линии. Жил он в позднем мелу Северной Америки. Этот динозавр очень важен для понимания того, как у гадрозавров развивались характерные костяные гребни. Гадрозавр – один из первых динозавров, описанных на территории США.
Его длина достигала 8 метров, масса около 3 тонн. Он дал название целой группе – гадрозаврам или утконосым динозаврам, отличавшимся широкими клювами и сложными зубными батареями. Жил гадрозавр в позднем мелу. Несмотря на сравнительную скромность внешнего вида, он стал ключевой фигурой в истории палеонтологии Северной Америки. Бариопельта – один из наиболее хорошо сохранившихся динозавров в истории, обнаруженный в Канаде и живший около 110 миллионов лет назад в раннем мелу. Этот нодозаврид длиной примерно 5,5 метров и весом около 1,3 тонны. Уникальность находки в том, что сохранились не только кости, но и броневые пластины, кожа и даже пигменты, позволившие определить его естественную окраску – красновато-коричневую с камуфляжным рисунком. Бариопельта стал научной сенсацией. Впервые мир увидел броненосного динозавра почти таким, каким он выглядел при жизни. Гиппокразавр – крупный утконосый динозавр с высоким костяным гребнем. Его длина достигала 10 метров, масса 3-4 тонны. Интересно, что молодые особи росли особенно быстро, набирая размеры за короткий срок. Жил гиппокразавр в позднем мелу Северной Америки. Его гребень, как и у других ламбеозаврин, вероятно, использовался для звуковой коммуникации и демонстраций внутри стада. Тодзянозавр – китайский стегозавр длиной до 7 метров и массой около 1,5 тонн. Его спину украшали 2 параллельные линии костяных пластин, а хвост был вооружен длинными шипами. Эти шипы служили мощным оружием против хищников. Жил тодзянозавр в поздней Юре на территории Китая. Один из самых хорошо сохранившихся скелетов стегозавров принадлежит именно этому виду, что делает его эталонным для изучения стегозавридов. Дредноут – один из самых массивных завроподов, когда-либо найденных, живший около 77 миллионов лет назад в Южной Америке. Его длина достигала примерно 26 метров, а масса, по современным оценкам, могла превышать 40 тонн, что делает его одним из крупнейших наземных животных в истории. Уникальность находки заключается в том, что был найден один из самых полных скелетов титанозавров. Более 70% костей, за исключением черепа, что крайне редко для таких гигантов. Дредноут был медленным, но невероятно устойчивым животным, способным опустошать целые рощи, поглощая сотни килограммов растительности ежедневно. Комптозавр – гибкий и подвижный орнитопод длиной до 7 метров и массой около 1 тонны. Его строение показывает, что он мог передвигаться как на 4, так и на 2 ногах, в зависимости от ситуации. Он был важным растительноядным позднеюрских лесов Северной Америки и Европы. Находки комптозавра помогли понять, как эволюционировали орнитоподы и как они заполняли экологические ниши среднего размера травоядных. Его часто считают одним из типичных универсальных травоядных динозавров своей эпохи. Тархия – массивный анкилозавр из позднего мелового периода Монголии, живший около 72 миллионов лет назад. Это один из крупнейших представителей своей группы. Длина тархии могла достигать 8 метров, а вес – до 5 тонн.
что делает ее одним из самых тяжелейших панцирных динозавров. Особенности черепа тархии – более широкая морда и укрепленные верхние пластины – указывают на то, что этот анкилозавр был хорошо адаптирован к мощному жеванию жесткой растительности. Тархия часто считается монгольским эквивалентом анкилозавра, и ее находки помогают раскрыть эволюцию бронированных динозавров Азии в конце мелового периода. Инь-Лун – небольшой цератопсиан эпохи поздней Юры, живший около 160 миллионов лет назад в Китае. Является самым древним известным представителем рогатых динозавров. Длина его тела составляла всего 1,5 метра, а вес примерно 15 килограммов, что делало его легким, подвижным и быстрым травоядным. Несмотря на миниатюрные размеры, Инь-Лун сохранил ранние признаки будущих гигантов, таких как трицератопс. Короткий череп, расширенные скулы и начало формирования костяного воротника. Он питался мягкой растительностью, побегами и листьями, используя небольшие зубы для щипания растений. Длинные задние ноги позволяли ему моментально убегать от хищников. Мир динозавров был огромным, разнообразным и полным загадок. Эти 50 травоядных гигантов – лишь малая часть того, что скрывает история Земли. Некоторые из них были величественными гигантами, другие – быстрыми и ловкими бегунами, третьи – живыми танками, закованными в броню. Если вы хотите увидеть продолжение, список летающих рептилий или морских чудовищ, напишите об этом в комментариях. А если вам понравилось это путешествие в прошлое, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Впереди еще много историй из мира, где правили динозавры.